Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Всем доброго времени суток. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Огромная благодарность за ваши комментарии, за то, что делитесь своими историями. Они очень поучительны, не только для меня, но и для многих подписчиц. Надеюсь, сможет ваша какая-то жизненная история в будущем обезопасить их, подписчиц, и меня от каких-то, может, опрометчивых шагов. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кто твой тайный поклонник? Кто он? Что думает, что чувствует? И во второй части буду делать расклад. Этот же тайный поклонник ваш, решится ли он на какие-либо шаги? Для начала делаю, наверное, вашу сигнификацию, девочки. Если срезонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть дальше. Один вариант. Соответственно, если похоже на вашу подругу, есть смысл посоветовать посмотреть это видео. Потому что оно будет интересно, полезно. Итак, какая девочка пришла на расклад? Так. Показано у вас не очень простые взаимоотношения с, может быть, трудовой коллектив, может быть, вот женский какой-то коллектив. Может, это ваши, не знаю, подруги. Не знаю, почему-то показано тупик. И карта воительница, может быть, в прошлом были более-менее нормальные, а сейчас для себя осознаете, ну, как-то так. Вы можете быть в этом же коллективе, но чувствовать то ли враждебность, то ли какую-то неискренность, да. Считываете это все. Как бы самое элементарное, то, что приходит в голову, что вам не особо хочется или хотелось бы долго проводить время в окружении этих вот женщин. Почему-то так. Вот какая-то такая энергетика не очень мягко, опять говоря, тупиковая, что ситуация, вы понимаете, особо, наверное, повлиять вы на это не можете. По карте воительницы, но это вас учит где-то отстаивать себя, свои рамочки, границы, выстраивать, где-то стараться все свои эмоции брать под контроль и руководствоваться исключительно каким-то здравым разумом. Ну, может быть, насколько это целесообразно общение. Тут в сторону, да, вот как это учат, котлеты от мух отделять. Тут как будто бы эмоции от здравого какого-то разума, от выгоды какой-то вот различать, уметь в моменте это все взять под контроль. То есть свои какие-то непроизвольные даже какие-то эмоции вот в моменте, может, хотелось бы вам дать какой-то ответ на проявление какой-либо девочки, да, тут женщины, может быть, слова какие-то, а вы должны, вот вас учат, должны, ну, себе должны, для себя должны научиться в моменте понимать, для чего мне это сейчас и как для меня выгоднее отреагировать, да, в данный момент, да, на данную какую-то реплику или в данной ситуации, что для меня выгоднее будет. Вот тут почему-то так мне показывают, не знаю. А женщина красивая, тут вот изначально показано, это часто карта выходит, муза, яркая, вдохновляющая, энергетически наполненный человек. Сама по себе вы такая, опять-таки, подчеркиваете свои достоинства, знаете, то, что у вас там привлекает, там, взгляд, цепляет, чисто по-женски можете это подчеркнуть, сделать акцент на этом. Опять-таки, веселая, общительная, с такими людьми приятно в компании. Вас, скорее всего, рады видеть. В каком плане? Я понимаю, что тут конфликт с кем-то, я все это понимаю, но тем не менее, сама по себе вы такая вот яркая. И рядом с вами, когда вы комфортно себя чувствуете, то рядышком с вами многим комфортно. Они как будто этой энергией где-то подпитываются, наполняются, заряжаются. Вы сами как батареечка такая вот.
опять-таки можете поддержать людей в трудную минуту, для вас это норма. А вообще показана женщина, которая очень нуждается в какой-то поддержке, нежности, заботе. Вы можете считывать малейшие какие-то колебания в отношении вас, эмоциональные проявления. И вы можете давать весь этот спектр там красок, да, эмоциональных. Вы можете тоже быть очень нежной, заботливой. Но и вам в данный момент вот, как будто бы очень хотелось бы вот каких-то... Тут даже не страстей, не сколько там каких-то сексуальных историй. Вам вот хотелось бы каких-то чистых чувств, эмоций. Допустим, как в 15 лет тут на карте, да, видите, изображена парочка такая. Лет 14-15, да, это самое-самое первое зарождение этих чувств. Это такое что-то трепетное, чистое. Нет еще сравнений, нет еще переживаний таких, нет страхов таких каких-то, ну, в общем, как будто бы самые-самые робкие, первые чистые чувства. Вот вам бы хотелось вот по чистоте, вот эмоций такого чего-то. Показано по вот этой карте, этим всем вы обладаете в полной мере. Тут внешность, энергетически наполненная еще. Но тут карта женщины, которая устала. Устала, может быть, где-то даже быть заложником этого образа. То есть женщина-праздник, да, где-то всегда придете на помощь, где-то поддержите, как бы хреново не было, улыбаться, как бы плохо не было, там, не пойдете никому жаловаться, сами в себе это переживаете и на публику выходите с улыбкой. Чем хреновее, тем у вас на душе, тем шире улыбка на вашем лице, да. Ну что-то тут такое может быть, как заложник этого образа. Где-то даже не хотите показывать свою слабость. Где-то, в принципе, какой-то такой период, может, взаимоотношения с вот этими вот женщинами, тут, может быть, в трудовом коллективе, еще как-то не совсем какие-то такие, кому не совсем вам комфортно. Оно как лежит на сердце, как в песне «Тяжкий груз», да? Вот почему-то такое ощущение, какое-то измождение. Будто бы вот то, чем вас природа наделила, где-то, где вы в какое-то время были, вот этой батарейкой такой, яркая женщина, праздник, женщина, солнышко, да? Будто бы сейчас этот уровень энергии катастрофически понижен. И почему-то мне вот эти следующие карты, они говорят о том, что тут как-то, девочки, надо задуматься. Может быть, даже вам максимально стараться избегать вот такого какого-то общения с такими людьми. Да, или же опять, как-то, или где-то научиться срочно восполнять эту энергию. Потому что как-то... Так, тотально это о чем? Где-то, говорят, вы могли не рассчитать свое время, эту же энергию, это внимание, эти ресурсы свои раздавать направо-налево. Где-то даже приучили людей, так как будто бы это как положено, само собой разумеющееся такое какое-то отношение. А вам говорят, лучше бы вы эту энергию направляли исключительно на себя, карта мастерство, где-то повышали свой уровень. Реализация, тут может быть у кого-то, не знаю, что там, у кого хобби, у кого карьера, но мастерство — это мастерство его дела, это раскрытие собственного потенциала, вот говорят. А сейчас как будто бы вот бумеранги вам, сейчас вы максимум, что можете, это защищаться также, может, от каких-то, как вампиров, да, от проявления, опять-таки, всем нужно, всем что-то. Может быть, про вас не особо вспоминают потом, когда людям конкретно, не вы как личность интересна, а конкретно у них там, не знаю, что какой-то там, не знаю, то ли нехватка ресурсов, то ли вы им чем-то выгодны, вот тогда могут вспоминать. И вы как будто бы с этим столкнулись в полной мере. Просто очень много потребителей каких-то вокруг вас. Карта защита, вот старайтесь защищаться максимум от всего. Но если вы от всего и защищаетесь, то помимо вот этих вампиров, то похоже, как будто бы вы
как будто бы особо что-то хорошее вы тоже не подпускаете к себе. Я имею в виду, может, как-то выборочно стараться, не от всех и от всего защищаться, а может как-то те, которые уже там, понятно, накосячили, ясно, что им ходу к вам нет. А, допустим, есть какие-то люди, которые к вам с душой, может быть, иногда их подпускать к себе. Ну ладно, это такое, я не хочу, чтобы на уровне морали это все было, что вам кто-то тут нотации читает. Тут какое-то вот это же озарение в вашей жизни было. Ощущение того, что я настолько измучена, у меня не хватает уже, может быть, я и хотела бы что-то изменить, но тут как замкнутый круг. Я ничего не меняю или не делаю того, о чем, допустим, мечтаю, потому что у меня нет силы. А у меня нет силы, потому что я нахожусь в этом каком-то, в своем привычном, ну, где-то болотце, в своем привычном каком-то, ну, как замкнутом круге, да, в ритме в каком-то, в своей привычной, вот моей реальности. И не могу из нее никак выйти. Так, все-таки хотела спросить, сестринство, о чем это? Огонь, письмо. Я даже не могу для себя понять, что это вот эти вот женщины, о чем это. Тут как будто бы все, что я поняла, тут о вас какие-то сплетни. Сплетни ваша карта и карта медведь. Медведь — это мужчина, который несет ответственность за вас, материально вкладывается. Опять-таки, тут огонь, письмо, игра. Может, эти женщины смотрят на вас со стороны, им кажется, что у вас есть какой-то, ну, у кого-то там муж, у кого-то там любовник, покровитель. Вот тут как будто бы вы можете... Им кажется, что вы ведете какую-то игру, и, знаете, как будто бы... Они вас видят такой какой-то обеспеченной, причем женщины как будто бы отчасти за счет этого какого-то мужчины. Почему-то им со стороны кажется, тут письмо, огонь. Ну, сплетен дофигища, честно говоря, как будто бы вокруг этого всего. Может, приписывают вам какого-то спонсора, да? Ну, а я спрашиваю вообще, о чем это, причем тут они? А у них как будто карта всадник, гроб и униженность. А им кажется, что на них там какой-то вот каким-то женщинам, я же говорю, они тут на вас так как будто бы поглядывают. Не то, что осуждающие, но тут у кого-то зависть, у кого-то, я говорю, может быть, вы там на 3 работах пашете, и вам не то, что там не до каких любовников, и не до мужа, и вообще не до всего. А тут какое-то видение вас, такой женщины, которая, ну, знаете, корость имеет какого-то мужчины из взаимоотношений с каким-то мужчиной. Может быть, типа, как удачно вышла замуж, да, или типа умеет как-то обращаться, выстраивать отношения с мужчинами, при этом как будто бы вы, ну, тут материальный подтекст какой-то. А у них вот даже как будто бы карта гроб на всадник, даже на какие-то элементарные там встречи, допустим, там, даже не то, что серьезно, тут какая-то встреча по всаднику, вот прискакал там какой-то, исполнил танец, да, свои какие-то потребности мужчина закрыл, не говоря тут уже о цветочках, о подарочках, ничего такого и близко. Тут как будто бы даже вот этих встреч у многих нет, карта гроб, и они себя чувствуют почему-то униженными. Вот вы их раздражаете, похоже, они в вас видят какую-то такую, не то, что там, тут даже не то, что конкурентку, а не соперницу, тут 100% как бы они себя чувствуют униженными, что у вас это есть, и вы можете себе что-то позволить, то, что они не могут позволить. Ну, почему-то мне так показано. Хотя это их такое видение. На самом деле я вижу, что вы тут из последних сил какую-то как марку держите, или привыкли уже так себя нести. На самом деле это как это замученная, уставшая, хоть и красивая,
Тут уже вы сами себе говорите, я что-то как-то, может, не туда куда-то иду. Как будто бы, ну что я делаю не так? Ну почему? Я чувствую, я понимаю какое-то как озарение. Эти озарение у вас как в макушку молния бьет, и вы понимаете, блин, ну тут что-то я не так делаю. Не должна я быть такой замученной. Не должна я из последних сил как-то держаться. Надо как-то что-то изменить, менять что-то. Вот тут вот такое. Так, девочки. Как-то почему-то так оно у меня выскочило. Так, смотрим. Прошу вас еще, мои хорошие, пожалуйста, кто еще не подписался на канал, подпишитесь. Не забываем ставить лайки. Лайки сами себя не поставят, товарищи. Для вас это мелочь, а мне приятно. Благодарю. Так, кто твой тайный поклонник? Кто он, что думает, чувствует, да? Кто он? Что думает? Что чувствует? Хотя во второй серии уже посмотрим, решится ли он на какие-то шаги, этот товарищ. Так, кто твой тайный поклонник? Что он думает в отношении вас? Что чувствует? Так. Кто тайный поклонник ваш? Что думает по поводу вас? Что чувствует в отношении вас? Кто тайный поклонник? Что думает, что чувствует? Кто ваш тайный поклонник? Что думает в отношении вас? Его мысли, да? Что чувствует к вам? Так, что это за мужчина? Ваш тайный поклонник. Ух ты, зависим где-то от вас, от вашей яркости, харизмы, от вашей энергетики, скорее всего. Вас видит женщина, которая радуется жизни, наполненная такая вся. Ну, зависим, при этом, может быть, у вас и созависимые отношения с ним, но тут же мы на него смотрим. Мужчины могут быть какие-то, ну, пороки даже, зависимости, да. Жадина показан он жадный, может, в материальном плане жадный, а может быть, отчасти еще в проявлениях каких-то. Не зря же он тайный, да, он где-то тайно, как это денежку складывает тайно, также тайно, может быть, мечтает, но не рассказывает о своих эмоциях, не делится. Так, жадина, рост, одуванчик. Что за тайный поклонник? Знаете, человек, который сейчас работает над своим ростом, развитием, может быть, повышение квалификации, может, расширением, там, чем у него, род деятельности, чем он там занят, вот расширением. При этом, так, мне идет, так, сейчас. У кого-то, может быть, мужчина не свободен, но не факт. Тут как будто бы мужчине так хотелось бы ярких эмоций. По карте Эрос именно сексуальное влечение есть где-то. Где-то мужчина, если не свободен, может прикладывать какие-то по карте Арлекин, ой, нестандартные шаги. И вплоть до того, что как какой-то Шерлок, даже не то, что Шерлок Холмс, нет, агент 007, 006. Нестандартно где-то стараться. Я даже не могу, у меня язык не поворачивается, конечно, так где-то реализовать эти. Как вам объяснить? В голову пришла такая идиотская мысль. Вспомнила, по-моему, это произведение или Агаты Кристи, не помню уже. Там, где молодой человек, и не он один, да, пользовался услугами
скажем так, девушек легкого поведения. При этом там такая схема была. Он ходил на поводке, выгуливал собаку, да, и вот вечером он там пошел с ней, типа, выгуливать собаку, на самом деле заходил в это заведение, да, и вроде бы как и собаку выгуливают, и в тот же момент занимается тем, что ему нужно. Ну, не знаю, девочки, может быть, идиотское сравнение. Ну, тут как-то так вот, как будто бы Арлекин мне так идет, знаете, как будто бы так, чтобы тень не упала на плетень. Может быть, в какие-то поездки, там, где невозможно его проконтролировать, дает волю себе. Может быть, какие-то конференции посещает, может, не знаю, симпозиумы. Потому что наряду с этим всем мне идет такое, как будто бы мужчина, за мужчиной кто-то старается приглядывать, контролировать его. Но это у человека не получается, контролировать его в полной мере. На самом деле, рост, развитие, это то, о чем я говорила, так и оно действительно тут лестница, вверх по карьерной лестнице, хотелось бы человеку продвигаться, достигать чего-то. Так, мужчина. Показывает мне, знаете, как-то это легкость какая-то бытия, может быть, вот восприятие жизни, но это показное. По карте одуванчики, карнавал, это же спектакль перед нами разыгрывает. На самом деле человеку может быть не совсем так хорошо, как он старается показать. То есть, но он старается показывать, вот как карта одуванчик. Я, может быть, не особо никому не привязываюсь и стараюсь относиться не очень, ну, заморачиваться, хотя вот тут зависимость есть от энергии какой-то женщины. Это очень похоже на вас, ваша карта. Муза яркая, харизматичная, тут зависимость идет. Но при всем при этом человек жадный. Так, делайте выводы, да? Так, опять-таки. Может быть, он старается, вот тут если подряд все прочесть, так вот, он старается особо не зацикливаться, особо не показывать переживаний. Тут карта одуванчик, карнавал, вот поверхностно как-то. Ситуация какая-то, она уже произошла. Ситуация по пятерке мечей, тут была подлость, предательство, манипуляция. Может быть, где-то даже обесценивание любви, предательство этой любви. Тут вполне возможно была какая-то ситуация, не знаю, с кем-то, ну, женщин. Карта грязь, какая-то могла всплыть о нем информация. Причем это по карте тут игл, это магическая карта, но тут как боль причинил какой-то, мог женщине, мог себе причинить. Но при этом, при всем, он как будто бы максимально это камуфлирует, вот эти вот даже какие-то, если у него есть там переживания, если на сердце вот такое лежит, вот что-то, какой тяжелый этот груз, не знаю, он старается это вообще никому не показывать, ну, все вот как карнавал, где-то как будто бы все шикарно, все в маске, он ходит, и причем карта противоядия, отчасти он считает, что если он так будет это скрывать, то может так оно все и наладится, все хорошо. Тут же противоядие, может быть, где-то идет замещение. Ну, вплоть до того, что, кстати, противоядие-то может быть клин клином вышибают, да, если с какой-то женщиной там что-то у него не складывается, он может где-то искать замену и говорить, незаменимых нет. Так, что это? Но смотрите, почему-то тут показано какой-то женщине, которая, может быть, раньше к нему нормально была настроена, сейчас она с мечом, и она вообще его не подпускает к себе. Скорее всего, даже она уже, ему кажется, эта женщина не принадлежит ему, и трудно ему будет вернуть. Вообще, как будто карта освобождения. Женщина как улетает, как бабочка из кокона. Все, карта гроб, на его какие-то по карте всадник, проявления такие, знаете, когда приехал тогда и вовремя, чисто получил свое удовлетворение, и все. На это закрыто ему. Мало того, что гроб, тут еще карта замок. Вообще, как будто бы эту историю то ли женщина не хочет вспоминать, то ли вообще нет желания вообще разговаривать. А по поводу таких форматов, так и подавно. И вообще человека показали, вот этот мужчина, карта затмения, на самом деле, посредняя. Она, то сейчас какой-то очень тяжелый период в жизни. Ну, не беспросветный, но тут как раз вот именно эта карта, она так и считается, что тьма сгущается наиболее сильнее, гуще эта тьма перед рассветом. То есть, понятно, что будет рассвет, но сейчас как будто может со всех сторон ему как прилетать.
И там, может быть, и в личной жизни проблемы, и на работе, там, и финансы. Вот эта карта затмения, это как будто бы, ну, тьма. Ну, попал как полнейшая Жозефина. Вы поняли, да? Пятая точка мира. Вот такое ощущение, как будто бы у него. Капец, что-то крокодил не ловится, не растет кокос. Вот такой какой-то мужчина мне показали сейчас его. Это ваш тайный поклонник. Я, конечно, понимаю, хотелось бы, наверное, совершенно другого. Но кто вышел, тот вышел у меня, девочки. Что он думает о вас? Нифига себе, с разных колод, девочки, смотрите, с одной колоды вышла у меня белая ворона, из другой колоды вышла белая ворона на вас. Ой. Так, что он думает о вас? Девочки, почему-то он смотрит на вас, всем хороша, и тут и внешне, и с интеллектом все в порядке, но вечная невеста. В каком плане? Может быть, конкретно в ситуации с ним. У вас пришло, как тут опять-таки, как озарение, инсайт, да? Что именно с ним. Всем хороша, с другим бы, может, все сложилось, может быть, бы человек ценил вас и боготворил, там, на руках носил. А именно с ним этот мужчина не закрыл ваши потребности. Вот желаемое, вы могли много сил, эмоций, энергии вкладывать в этого человека, и он это понимает, он думает это о вас, что настолько всего старалась, и с другим она могла бы быть счастливой и построить бы какие-то отношения. А именно он поймет, что с ним это вечная невеста, то ли вечные запасные аэродромы, то ли это как какие-то розовые очки, да, то ли режим в принципе ожидания, завтраки какие-то, может, завтраками кормили. Женщина не получила желаемое. И объективно, как будто бы девочки, ну правда, объективно, ну к чему придраться, чем вы, не то что там плохим, упаси Господи, но как будто бы объективно нет таких предпосылок, что как будто бы просто не тот мужчина. Опять-таки думает о вас то, что вы белая ворона. Вы женщина, которая борется с множеством страхов, столкнулись в своей жизни. Может быть, у кого-то страх, тут и карта еще отчаяния. Вы могли пострадать от взаимоотношений с ним, вообще от какой-то ситуации, которая для вас была как гром среди ясного неба. Может быть, вы видели взаимоотношения с ним, или этого человека вы могли видеть в одном свете. А тут в один момент история какая-то вскрылась, и вы увидели его абсолютно другим, или каким-то, знаете, вы наделяли его там какими-то качествами, он для вас был каким-то принцем, да, а тут в один момент все вскрылось, и вы понимаете, ну, далеко не принц, скажем так. Ладно. Чего он еще? Ну, отчаяние, да, где-то, может быть, как доведена вы были уже до такого состояния, опять-таки, если какие-то режимы ожидания, подмены понятий, двойственные какие-то, да, поведения мужчины. Люблю, не люблю, сегодня рад, завтра оттолкну, холод, горячо, манипуляции. Тут вполне возможно, у кого-то даже сочетание еще вот сила, белая ворона и вот эти страхи, отчаяния. Может думать о вас, что вы увлекаетесь, если знает эзотерикой, таро, там, вас это могло сподвигнуть, подтолкнуть к увлечению этой же эзотерикой. Для чего? Для того, чтобы где-то найти ответы на вопросы. Почему я вечно эта невеста в данном контексте? Почему я не получила желаемое? Что я сделала не так? На что я не так посмотрела? Что я неправильно протрактовала в этой жизни? Дабы больше не совершать этих ошибок. Да, вот как-то так. Вас видит очень сильно, где-то волшебная. Карта сила, волшебство. Так, кстати, кто-то из вас может быть не свободен, или он думает о том, что в принципе женщина, такая женщина, ей как будто бы, не то что как обязан, правда, положен, обязан быть вот император какой-то, возле вас должен быть очень сильный мужчина. Но вот тут и сама сильная, знаете, такой тоже подтекст. Она сильная, но рядом с ней должен был быть император. Ну, как тут дальше тут карты такие, знаете, какие-то странные, с магической колоды, проклятие, соль. Опять-таки, может быть, что если у кого-то отношения, вы не свободны, то рядом с вами какой-то мужчина,
может быть властный, или вот тут искажение какое-то. Он может быть рядом номинально с вами, но вы не можете быть не особо счастливы. Да, это как муж, супруг, там, спутник, да, но тут император это больше как муж. То какое-то как проклятие. Если вы не замужем, то опять-таки такой подтекст, как проклятие. Всем хороша, но почему нет этого мужчины сильного, который возьмет за нее ответственность, который будет вкладываться, заботиться. Такое, какое-то такое. Ну, тут карта проклятия и соль, и род. Тут ну, мысли о том, что там, если у вас какие-то нелады, да, в семье, он может думать о том, что даже это как какое-то родовые проклятия, да, родовые какие-то программки, да, эти же. Но вы через все это можете пройти. Карта соль это идет как снятие этих каких-то, ну, негативного воздействия, да, как будто бы вы сами можете, вот у вас это есть, вы можете это проработать, снять, и вы вполне возможно сможете создать счастливую семью. Как будто бы, ну, не катастрофично, как будто бы у вас есть вот этот механизм какой-то, может быть, самопознание, где-то все, опять-таки, сами себе, как психолог карманный, разложить все по полочкам. То есть интеллект тут присутствует, тут способности, может быть, даже магические у кого-то, опять-таки, философский склад ума, у кого-то увлечение, опять-таки, той же психологией. Исходя из этого, вы можете сами себе оказать помощь, направить себя, исцелить тут даже вот так вот как-то. Но это он думает о вас такое. Ну, тут 2 раза белая ворона вышла, интересно. Белая ворона, опять-таки, как ощущение свой среди чужих, вернее, чужой среди своих, извините. Белая ворона, инаковость, не такая, как все, не похожа ни на кого. Вот как-то так. Так, и что чувствует в отношении вас? Ох ты, ё-моё, что это такое? Чувствует. Какие-то странные эмоции. Так, чувствует. Тут, девочки, не надо меня бросать чем-то невкусным, бросайте чем-то вкусным, да, какими-то фруктами. Так, что вышло, то я и читаю, да, не буду я тут, ну, из ниоткуда брать каких-то такие, знаете, любовную историю какую-то брать, если я тут такого нигде не вижу. Поэтому не обижайтесь. Так, смотрите, чувствует в данный момент человек вам. Так, это вы сердце свое. Он. Опять-таки, он может быть чувствует, скорее всего, он человек как сознательно свое сердце замораживает. Видите, тут стеклянное сердце, и человек занимается тем, что он это замораживает, это сердце. Если он не свободен, тут карта кольцо и карта земля. Знаете, выбор в сторону стабильности, где-то в каких-то своих уже устоявшихся там отношений. Ладно, вы поняли, да? Какая-то стабильность. В то же время ему хотелось бы, чтобы вы скучали по нему, да, скучали, какие-то мысли такие он допускает, что вы можете по нему скучать. Тут дальше, вот тут замораживает человек сердце не просто так. А почему? Потому что в отношении вас какие-то сплетни ему тут дошли уже как будто бы. Вот и это все в прошлом даже, девочки. Вот тут как будто бы то, что-то произошло в прошлом, ему о вас, ну тут сплетни, это неправдивая какая-то информация, сами понимаете. Тут какие-то сплетницы, звероящеры о нем, вернее, о вас что-то ему напели на ушко, и у человека сознательное желание: я хочу эту историю закрыть, хочу, может быть, свою привязанность, вот, я хочу это свое сердечко в отношении, вот, в данном случае, в отношении вас заморозить. Так, вот какие-то такие чувства, эмоции. Так, дальше знание идет, как будто бы дальше человек сам себя накручивает и подкрепляет вот то, что он тут вот надумал, да, и хочу заморозить вот эти эмоции свои.
И он подкрепляет дальше знанием, как будто бы знание, да, мы почему-то не пара, мы не можем быть вместе, неравенство какое-то, у кого-то ментальное, даже не то, что ментальное, сейчас менталитет разный, да, у кого-то там, я не знаю, неравенство какое-то, может, да, разные хобби, у кого-то интеллект, у кого-то что там неравенство, какое может быть, ну, материальное неравенство, я не знаю, что тут, но почему-то он говорит, вот, ну, у него четко теперь идет как подкрепление того, что вот тут сплетни, плюс вот он типа знает, я знаю, я понимаю, нам не дано или не суждено быть вместе, ну, печально, конечно, из-за этого печально, но мы изначально друг другу как будто бы и не подходили, опять, как будто печально, но взаимодействия вот такого идеального не получится. При этом эмоции какие-то, знаете, тут я специально доложила, где-то он, может быть, узнает о вас что-то, и ему кажется даже, что вы, периодически он думает об этом взаимодействии с вами, но ему кажется, где-то вы даже провоцируете, даже какая-то информация о вас, ему кажется, вы как себя можете... Опять, это как будто бы ваше какое-то поведение, отчасти типа, может быть, ему, вернее, о вас кто-то расскажет. Может быть, он так воспринимает, что где-то с какими-то общими друзьями, знакомыми, вы где-то там пересекаетесь. И так как-то, ну, почему-то ему кажется, что вот вы специально себя провокационно так ведете. Опять-таки, тут карта дерева, я спрашиваю, это что значит, что он все равно считает вас каким-то близким, родным человеком, да? Нет, это не совсем то. Тут почему-то чувства, эмоции. Так, тут такие какие-то странные эмоции. Тут даже как будто бы человек вот какую-то информацию даже о вас может собирать, искать, но берет только ту, которая будет подтверждать ему то, что вот мы не пара. Ну вот это лишний раз подтверждение тому, что не судьба нам быть вместе. Тут как-то почему-то, может быть, у него детки, семья, аисты, то или у вас. Или же вот такое какое-то несоответствие у него. Даже не могу понять. Потому что я в полной мере не могу прочитать карта дерева, тут как это как близкий родной человек. Потому что карта тучи изначально вышла, а потом, скорее всего, знаете, тут у кого-то даже эмоции, чувства. У кого-то даже, что он не может себе это позволить, эту связь. В том числе почему-то, у кого-то даже может быть проблемы со здоровьем. Дерево тоже так читается. Или же, если вы несете ответственность там за свою какую-то семью, да, соответственно, тоже может так считать, что он не совсем готов тоже. Если у вас там есть детки, то он не готов взять ответственность. Если у него есть детки, то он тоже не совсем готов отказаться от этого, для того, чтобы там в полной мере начинать жизнь с нуля. Эмоции к вам. Вполне возможно, считают вас женщиной, которая старается изменить свою жизнь. Тут как-то карта книга и поездка. Может, опять-таки узнает о вас, что вы предпринимаете какие-то шаги для того, чтобы свою жизнь изменить в лучшую сторону. Кто-то из вас может обучаться. Но тут эмоции. Даже так трудно мне это сегодня прочесть, конечно, эти эмоции. Как будто бы он о вас узнает. Узнает информацию какую-то. И благодаря этой информации, вот тут даже это не столько о эмоциях, а боже мой, тут такие, смотрите, эмоции. Показано, в конце концов, вышло. Он нуждается, нуждается. Карта сердца в любви, карта огонь. Ну, это сексуальное влечение и вода, эмоции. Человек в этом всем нуждается. Так, это он же нуждается, его же эмоции. Но он бездействует. А у вас как будто бы что-то новое в жизни начинается, или вы как будто
По крайней мере, он так считывает, что вы, ну, как будто бы уже где-то что-то планируете, но без него. Может быть, в вашей жизни как что-то новое влетит, прекрасное, новое. Вот по этой карте парусник. Вы в предвкушении чего-то. Скорее всего, тут, знаете, вот как вот человек, вот это как книга, да, пытается вас прочесть, но при этом сам старается быть вот с этим сердцем холодным, отмораживаться, ограждаться. Я не понимаю, что значит поездка. Может быть, человек, книга, эта информация, набирал, как можно при наличии карты дерева, при наличии, если он даже не свободен, карта поездка к вам проявится. Понимаете? Так, чтобы и тут сохранилось, и к вам как-то вот. Потому что тянет. Я же эти карты дополнительные вытащила. Хотелось бы любви, всего хотелось бы. Но тут выпали карты. Карта воровство и карта доступность. Девочки, сразу говорю, если хотел бы приехать, карта воровство, это проигрывается формат такой. Взять максимально, в ответ нифига толком не давать. Это легкая связь какая-то, интрижка, это даже какое-то такое. Карта доступность. Ему хотелось бы, чтобы вот, когда вот он приехал, вы распахнули свои объятия, все, и были для него доступны на вытянутую руку. Но карта смерть говорит о том, что такие форматы уже не пройдут, и он понимает это. Так не будет. То есть такие какие-то эмоции, знаете, человек хотел бы, может быть, но он уже осознает, что так как он в идеале мечтал бы, то и так не получится. Поэтому взаимодействия такого, как он мечтал себе, напридумывал, не будет. Поэтому ему проще сказать, у нас какое-то несоответствие, неравенство. Это печально, что нет, конечно, этого взаимодействия. Ну что ж, как будет, так будет, да. Девочки, на этом тут все заканчиваю. В следующем видео сделаю продолжение этого расклада. Этот же тайный поклонник, посмотрим, решится ли он какие-либо шаги. Вам огромное спасибо. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.